Почти 5 лет назад начался самый длинный судебный процесс в истории криптовалюты, ведь в 2020 году SEC подала в суд на компанию Ripple и обвинила ее в незаконной продаже ценных бумаг под видом токенов XRP. Тогда цена монеты упала более чем на 80% за пару месяцев, и даже самые преданные инвесторы сомневались в том, что после такого удара компания выживет и продолжит развиваться на американском рынке. Гендиректору Ripple пришлось потратить не один год и далеко не $1 миллион на лучших адвокатов, чтобы доказать невиновность компании, и только спустя 3 года Ripple удалось получить первую победу, ведь судья признал, что продажа XRP не является незаконной. Конечно, это вызвало рост монеты на 100%, но все прекрасно понимали, что SEC подаст апелляцию и суд продолжится, из-за чего XRP более года торговался в нисходящем тренде. Ситуация кардинально изменилась после победы Трампа, который привел с собой прокриптополитиков и пообещал уволить на сегодняшний день бывшего главу SEC Гэри Генслера. Таким образом, после инаугурации проходит всего 2 месяца, и вот он долгожданный момент. Глава Ripple лично объявляет, что SEC откажется от новой апелляции, и это является громкой победой для Ripple, ведь дело полностью завершено. И казалось бы, все, битва закончена, ясность наступила, но почему тогда у криптоинвесторов столько вопросов? И многие даже до сих пор не понимают, а закрыли ли это дело полностью. Но что самое главное, если это была победа Ripple, то почему XRP до сих пор не взлетел? Ведь на протяжении почти 5 лет инвесторы держали XRP только в надежде этого исторического события. За это время было много теорий, споров, спекуляций, прогнозов от аналитиков. Все ждали нереальный памп и новые максимумы, но неужели все, что мы получили, это 12% роста? Также очень много вопросов к прошлому решению суда, ведь Ripple до сих пор запрещено продавать XRP институциональным инвесторам, а значит запуск ETF может быть под угрозой, из-за чего цена монеты вообще не пробьет новый максимум. Сегодня мы разберемся во всех деталях, ведь тут не все так однозначно. Я отвечу на вопрос, является ли решение суда 100%, укажу на все подводные камни, а их здесь немало, расскажу, что ждет Ripple после закрытия дела. Также мы проведем большой анализ цены XRP, используя как фундаментальный, так и теханализ, ведь забегая наперед, XRP это не просто монета, это уникальная технология, которая имеет место в финансовой системе США, особенно учитывая тесные связи Трампа и Герлинхауса, а также прекращение этого суда является первым шагом в масштабной регуляции крипторынка в Америке, которую все так долго ждали. Это видео является отдельным обзором на XRP, и в будущем мы планируем разобрать множество других популярных монет, как, например, тот же Тон, о котором вы нам часто пишете в комментариях, так что обязательно поддержите видео лайком, а также напишите название монеты, на которую вы бы хотели увидеть новый обзор, и мы его сделаем. А теперь, друзья, без лишних слов, всем приятного просмотра, вы на канале Coin22, меня зовут Влад, давайте начинать. Итак, друзья, новая и последняя неделя марта на крипторынке началась с небольшого роста, поскольку Белый дом решил немного смягчить тарифы на импортные товары, что вызвало такой положительный локальный скачок. Однако Трамп полностью от своих пошлин отказываться не собирается, а наоборот он назвал 2 апреля днем освобождения, потому что именно в этот день вступят взаимные пошлины между США и другими странами. Также могут объявить о новых тарифах, и как сказал Трамп, со 2 апреля они начнут получать деньги. Эта предстоящая дата уже вызывает опасения у многих экономистов, так как риски роста инфляции остаются. И я думаю, вы прекрасно помните, что было с крипторынком, когда Трамп начал эту торговую войну. Краткий, но подробный анализ этого события мы уже выложили в нашем Telegram, а ближе к апрелю мы обязательно сделаем отдельное видео на эту тему. Но пока, чтобы понимать, как будет реагировать рынок на продолжающиеся изменения в экономике США, обязательно переходите к нам в Telegram. Ведь, например, заявление главы Ripple перед ростом XRP на 11% мы первые опубликовали именно там. Что касается дела SEC против Ripple, то многие до сих пор так и не поняли, его закрыли полностью или будут какие-то еще дополнительные заседания. Отвечаю, глава Ripple заявил, что XRP не является ценной бумагой, ведь SEC отказалась подавать апелляцию. Однако комментариев от SEC до сих пор нет. Например, когда появилась информация про закрытие дела против Coinbase, на сайте комиссии сразу появился отчет, а вот с Ripple такого нет. SEC обычно рассматривает подобные вопросы на закрытых заседаниях, и следующая такая встреча ФРС состоится в четверг, 27 марта. Дело Ripple может быть рассмотрено в ходе этой сессии, после чего последует официальное объявление. Хотя объявление SEC будет ожидаемым. Вот только логичный вопрос, а что с ценой? Ведь XRP не дал легендарные 5-10 иксов, которые ждали все холдеры на протяжении 5 лет. А вот здесь, друзья, начинается самое интересное, потому что несмотря на то, что дело закрыли, остается очень много но и дополнительных нерешенных вопросов. Давайте же их разберем, потому что именно они имеют большое влияние на всю криптоиндустрию в целом, особенно с точки зрения регулирования крипты в США. Во-первых, на что стоит обратить внимание,
так это на большой штраф в размере 125 миллионов долларов, который Ripple нужно выплатить за продажу XRP институциональным инвесторам. Ведь согласно прошлому решению суда, компания сама согласилась с тем, что первые продажи большим инвесторам реально были незаконными. Но теперь у компании появился козырь. SEC отказалась от апелляции, и это усилило позицию Ripple в переговорах. Плюс у компании есть своя апелляция, и SEC не хочет ее рассматривать. Вдруг суд ограничит ее власть над крипторынком. Да, сумма в 125 миллионов далеко не маленькая, но Ripple может договориться о меньшем штрафе, и шансы на это высокие. Тем не менее, есть следующая проблема. Продажи XRP институционалам, которые до сих пор остаются под запретом. А вы сами понимаете, если большие игроки не будут покупать XRP, то активного роста, и уж тем более запуска ETF, мы не увидим. Тут не все так радужно. Ранее судья Торрес оставила запрет на продажу XRP крупным инвесторам из США. Проблема состоит в том, что если Ripple хочет работать с американскими банками, то этот запрет выступает главным барьером. А вот на вопрос, как его обойти, пока что ответа еще нет. Конечно, с ETF может быть проще, так как в этом случае используются монеты со вторичного рынка. А вот для банков и финансовых организаций придется работать напрямую с компанией. Сейчас одна надежда на нового главу SEC, а именно Пола Аткинса, который займет пост уже в конце марта. И может быть с его помощью Ripple все-таки удастся обойти это ограничение. Ну и третий вопрос, который сразу возникает, как это повлияет на регулирование рынка в будущем. Ведь вы наверняка помните, как раньше все говорили о том, что закрытие дела против Ripple станет началом регулирования крипторынка в США. Понятно, что новые правила регулирования пока еще никто не запустил. Однако теперь вряд ли мы увидим хотя бы еще одно подобное дело против какой-либо криптокомпании. А это уже неплохо. Ведь если раньше регулирующие органы только давили на рынок, не имея четких правил регуляции, то теперь хотя бы давление снизилось и криптоиндустрия получила новый глоток воздуха, что в целом очень важно. Но вот что интересно, после заявления главы Ripple, крипторынок не взорвался от радости. Но почему? По мнению криптоэкспертов, рынок давно ожидал такого исхода, особенно после победы Трампа. Основатель криптокомпании Zekrit говорит: да, дело закрыли, это круто для Ripple, они теперь могут спокойно развиваться в США, но рынки уже оценили эту победу еще несколько месяцев назад, так что резкого роста XRP не будет. Эксперты фирмы Nance также считают, что это решение было ожидаемым. Один аналитик из Nance добавил: рынок давно это предвидел, плюс общая ситуация в экономике не способствует росту XRP. Макроэкономика сейчас нестабильна, и инвесторы осторожны. И получается, победа есть, но большого хайпа нет, поскольку рынок уже переварил эту новость ранее. Да, друзья, по большей части XRP не вырос, так как данная новость уже была заложена в цене монеты, и само собой на протяжении месяца условия на рынке не самые лучшие, чтобы фиксировать активный рост. Тем не менее, аналитики нашей подписки Coin22 Pro уже больше недели наблюдают за ценой XRP, и благодаря подробному анализу нашли оптимальные точки входа, которые буквально сегодня получили все участники Pro. Принцип работы нашей подписки максимально простой. Вот, например, недавно участники Pro получили профит на росте DOT, закрыли плюсовые лонг сделки по AVAX, получили профит на активном скачке Link, а также на прошлой неделе было много других прибыльных сделок на различные монеты. Но знаете, что самое главное? Мы не просто даем торговые идеи, а за счет подробного обучения с практикой на старте объясняем, как правильно их использовать и как анализировать рынок своими руками. Ведь мы разбираем, как работают индикаторы, а также какие торговые стратегии лучше всего использовать. При этом все новички не только получают сопровождение и поддержку 24/7, а чтобы во время обучения получать полностью пассивный доход, мы соберем для вас спотовый портфель. Поэтому если вы не успели заработать на росте XRP, у вас есть возможность это сделать прямо сейчас, и для этого нужно просто перейти и написать нам по ссылке в описании. В принципе, несмотря на то, что XRP не взлетел после объявления от гендиректора компании, он имеет очень хороший долгосрочный потенциал, в отличие от других монет на рынке. И сейчас объясню почему. Во-первых, Ripple позиционирует себя как компания, которая способна заменить систему SWIFT и устаревшие банковские переводы за счет более высокой скорости и низких комиссий. RippleNet — это сеть для международных платежей, используют более 300 финансовых компаний в разных странах мира. Среди самых крупных мы можем наблюдать Santander, это Испания, SBI Holding, Япония, и Standard Chartered, Великобритания, в то время как список стран, которые используют Ripple, также не маленький. Из последних важных фундаментальных новостей я бы отметил получение лицензии Ripple в Дубае. Это значит, что теперь они стали первым в истории блокчейн-провайдером, одобренным DFCA. Это дубайский финансовый регулятор. И это не просто формальность. Теперь Ripple может легально работать по всей территории Арабских Эмиратов, предлагая свои быстрые и дешевые трансграничные платежи. Еще в октябре прошлого года компания Ripple заявила, что она хочет расширяться в Арабских
Арабских Эмиратах. И вот результат. Теперь местные банки и финансовые учреждения смогут использовать их технологии для международных переводов. И спрос уже есть. Причем не только от криптокомпаний, но и от обычных банков. Генеральный директор компании Ripple Брэд Гарлингхаус считает, что Арабские Эмираты – это одна из самых прогрессивных стран в плане крипторегулирования. А глава DIFC и вовсе назвал это событие историческим, потому что Ripple стал первым блокчейн-платежным провайдером в их финансовой зоне. Кстати, Ripple уже готовится к новым правилам по стейблкоинам в Эмиратах, а стейблкоин компании RLUSD уже доступен на местных биржах. Так что похоже, что компания всерьез намерена закрепиться в этом регионе. А это, безусловно, является положительным катализатором для XRP. А еще в прошлом году Ripple заключила 7 крупных партнерств для запуска своего стейблкоина. Также сложно не заметить, как глава Ripple поддерживает Трампа. И учитывая его присутствие почти на всех криптоконференциях в США, он выступает чуть ли не главным советником США по криптовалюте. Но еще бы, он все-таки управляет одной из крупнейших криптокомпаний, которая базируется в США. 19 февраля Трамп выложил у себя на сайте статью CoinDesk, в которой рассказал о расширении деятельности Ripple в США, повышении институционального интереса и растущем числе партнерств в финансовом секторе. Из главных пунктов Трамп отметил расширение Ripple в США. За последние 6 недель заключено больше сделок, чем за последние полгода. 75% новых сотрудников Ripple теперь работают в США. Также Трамп отметил рост институционального доверия и растущего признания XRP, а также написал о предстоящем одобрении ETF уже в этом году. А вот теперь, как вы думаете, будет ли Трамп поддерживать криптокомпанию, которая активно развивается на американском и мировом рынке, особенно после того, как Трамп заявил, что хочет сделать США крипто-столицей мира? Да, друзья, ответ очевиден, но есть один барьер для компании Ripple, который не позволяет ей полноценно работать с финансовыми компаниями США. И это то самое решение суда. Но с изменением администрации SEC и правительства в целом, я думаю, Трамп и глава Ripple что-то придумают, ведь упускать такой золотой самородок никто не будет. И Трамп напрямую заинтересован в том, чтобы компания развивалась на рынке США. Из предстоящих важных событий обязательно стоит учитывать возможное IPO, которое привлечет еще больше новых инвесторов. Ну и само собой запуск ETF, который, по словам главы Ripple, может пройти уже в конце этого года. Правда, именно эти темы заслуживают отдельного видео, и мы обязательно поговорим о них в будущих видео. Ну а теперь, друзья, давайте перейдем к самой интересной части ролика и разберем, какой потенциал имеет XRP в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Давайте вспомним начало года, когда в январе XRP взлетел до $3,4. Сейчас рынок начинает вести себя очень похоже. Последние данные показывают, что спотовый SVD, это индикатор спроса, стал сильно положительным впервые с конца января. И это серьезный сигнал. Ведь когда данный индикатор зеленеет, значит покупатели начинают доминировать на рынке. Но не все так просто. Пока спотовые трейдеры наращивают покупки, фьючерсный рынок все еще играет против роста. Сейчас мы видим настоящую битву быков против медведей. Известный трейдер Credible Crypto считает, что XRP может пробить новый максимум, но сначала он протестирует уровень $2. Также еще один аналитик отмечает важные зоны $2,5 и говорит, что общая структура рынка остается конструктивной, то есть фундамент для роста есть. Тем не менее сейчас XRP застрял в боковом движении, и ни быки, ни медведи не могут взять инициативу в свои руки. И в принципе это понятно из-за общего локального движения рынка, но все может быстро измениться, если цена закрепится выше уровня $2.65, поскольку это станет пробоем вот этой нисходящей линии тренда. Правда, для этого нужен огромный приток ликвидности, которого сейчас, к сожалению, нет. На графике мы видим, что XRP отскочил от важной поддержки $2.37, где сошли сразу нижняя граница восходящего канала и 50-дневная скользящая линия. Теперь он подбирается к ключевому уровню $2.59. Это тот самый уровень Фибоначчи, который остановил рост 19 марта. Если мы его пробьем, то дальше можем увидеть 2.77. Друзья, ситуация с монетой XRP становится по-настоящему интересной. На фоне таких новостей с полным закрытием судебного дела, токен еле-еле пробил ключевой уровень $2.56, который уже дважды в этом месяце тормозил рост. Это последний барьер, ведь затем идет уровень $3. Но вот в чем проблема. Пробой получился неуверенным, и это серьезный повод подготовиться к предстоящему движению. Пока все выглядит так, будто XRP застрял в боковике, и текущая рыночная ситуация только усиливает такой тренд. Тревожный звоночек номер один – это показатель NVT, соотношение капитализации к объему транзакций. Он взлетел до максимума за последние 5 лет. Такого не было с января 2020 года. Это значит, что рыночная стоимость XRP растет быстрее, чем реальное использование сети. И это классический признак перегрева. Также рост сети XRP замедляется до 4-месячного минимума. Новых адресов создается все меньше, а это значит, что новые инвесторы не спешат инвестировать в проект. А вот без этого двигаться вверх будет очень сложно. Таким образом, как я сказал, если цена не закрепится выше линии сопротивления, то вероятно мы увидим откат. Но это наоборот нам в плюс. Ведь как я говорил вот в этом топе, который советую вам посмотреть, уровень $2 выступает первым диапазоном для текущей покупки.
покупки. А далее, как вы можете заметить, находятся остальные подходящие диапазоны. Учитывая высокий уровень NVT, вполне возможна коррекция перед новым ростом. Долгосрочный тренд XRP остается положительным, но вот несмотря на локальный рост рынка, экономические факторы еще не могут сигнализировать о развороте, ведь мы еще даже не получили данные по инфляции за март и многие другие важные отчеты, так что спешить с покупкой пока не будем, а лучше дождемся подходящих уровней, ведь потенциал у XRP по-прежнему очень хороший. Но помните, что я вам говорил в прошлых видео, условия на рынке очень быстро меняются, а чтобы вовремя скорректировать свою инвестиционную стратегию, нужно не пропускать важные новости, так что не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, где мы всегда на связи, и в комментариях напишите название следующей монеты для подробного разбора, и мы обязательно сделаем такое видео. Ну а так, на канале скоро выйдет прогноз с важными событиями на апрель и много других интересных видео, так что жмите колокольчик, подписывайтесь и увидимся в следующем ролике. Всем желаю удачи, до скорых встреч!